цель нашей прогулки — это отнести пуховик в химчистку. Что-то, не знаю, за куртку 1000 жалковато, да? Ну да. Ну, это лучшее место в округе, как раз недалеко от нас. Если заводите собаку, то заводите супер милую, ребят. Вход везде открыт. Да. Как меня бесят тиктоки вообще. Люди едят всякую еду. И так вкусно. Просто не могу. 20-12 человек мечтает о еде. Ребята, мы едим конфеты, мы едим сладкое. Мы вообще сегодня ни в чем... ни в чем не отказываем. Интересно, оно вкусное, хотя не интересно. Вы видели пример, как я себе и Саше отказала? Вот это, наверное, вкусно. Оно выглядит так, вот я чую, что это может быть вкусно. Что мы видим? 2399, наш Lidl Mix. Мы купили за 2,5, пришли в 6 утра. Приветики. Привет. Встречаемся сегодня на улице. Идем тут своей Идем своей дорогой. излюбленной дорогой. Заодно выгуливаем Чупи. А цель нашей прогулки — это отнести пуховик в химчистку. Мы уже давно что-то хотели, и вот наконец-то. Ну, чтобы он уже чистым не висел, а уже ближе к зимнему сезону. Как раз останется там месяц-полтора до зимы. Черная куртка, ну вы знаете, да, она немножко грязнится от рукава. Ну, я носил 2 зимы, и И уже поэтому пора. уже, да. И заодно там перышки Да, учитывая, что это потрясут там пух и немножко, да. перо там, надо хорошенько прочистить. Ну, не в стиралке явно. Не, ну ты чё, если мы закинули бы в стиралку, то это испортило. То бы до вкус. свидания. Кстати, я тоже рассказывала, что искала себе пуховик тут в Польше, но они тут очень дорогие. И меня, как всегда, моя жаба внутренне задушила. Ну и вы видели, я купила себе обычный такой из Полиэстер. полиэстера, да. Ну, я думаю, тоже будет тепло. Не, ну блин, там ту, которая вот красивая, мне нравится. И чтобы она была из пуха, она стоит там 1500. Да, Ну, за 1000 мы видели. Дела свои. Да. Писюндель этот. Да, что-то, не знаю, за куртку 1000 жалковато, да? Ну да. Ну, При короче, том, вот что я свой пуховик купил в свое время там за 100 евро. И Это- кажется адекватной ценой. В принципе, ну не 1000 злотых. Не, ну это, ну, не знаю, ну дороговато, мне кажется. Ну вот. А, еще звонили в химчистку, нам сказали, почему-то по телефону сказал, вы когда придете, сообщите, что мы договорились с вами на скидку, хотя мы вообще не на скидку, а договаривались. просто на такую сумму. 45 злотых мне по А если телефону бы мы не сказали. звонили, то Ну не было знаю, бы мы дешевле. сейчас, может, Ой, было бы дороже? а может дешевле. Вообще непонятно, да. То есть нам надо прийти сейчас сказать, мы звонили вам, а вы нам сказали одну сумму, поэтому... Не, ну 45 нормальная цена, в принципе, я согласен. А если бы мы не звонили сразу, пришли, он бы сказал 56 или сколько Я не бы он знаю. сказал? Или от балды бы сказал Ну, 90? просто в этой химчистке есть услуга типа курьера. Ну, он привозит и отвозит. Но как на сайте у них написано, что от 40 злотых бесплатная типа доставка. А он по телефону сказал от 59. Ну и поскольку мы тут живем в 10 минутах, пуховик не тяжелый, мы сами несем. Потому что доставка выйдет дороже, чем сама химчистка. Не, ну мы, если бы куртка бы стоила такую стоимость изначально, вот как с доставкой, конечно, мы бы дали доставку. Это, наверное, бы любой так сделал. Да, ну а докидывать каких-то других вещей ради этого. Моя боль, ребята, это когда он начинает купаться в этих листьях. Он не видно вам. Ладно, пойдем. Да, пойдем, а то Покажем еще, как сама химчистка выглядит. Наверное. Если удастся. Вот так выглядит химчистка. Хорошее место, кстати. Да, там приятная женщина. Кстати, насчитала тоже 45. Сделают за неделю. Ну, вид, конечно, так себе, но тут весь район, Не, вся ну- эта улица выглядит одинаково. Но главное, по отзывам, место хорошее. Ну, Вещей там очень много да. разных. Там свадебные платья, пуховики. Ну, это лучшее место в округе, как раз недалеко от нас, почему бы нет. Самое Пойдем. главное, ребята, Чупи произвел фурор, как всегда. Ну, я спросила, можно войти с собакой? Нам сказали, с такой собакой можно. Она говорит, я подумала, что это игрушка. А Чупи сразу уже попкой завилял, Да, хвостик, да. там, Он такой, поиграй со мной. Внимание, все, мой... Звезда. Да, мой час настал.
Он вообще, знаете, если заводите собаку, то заводите супер милую, ребят. Вход везде открыт. Да, то всегда везде вход будет открыт. Пойдем. Но Чупи был счастлив, когда на него обращают внимание, он так счастлив. Он готов и на 2 лапах прыгать, и просто лапы давать, и все что угодно делать, да? Пойдем. Крик души, ребята. Как меня бесят тиктоки вообще. Насмотрелась я тиктоков. Знаем, значит, мукбанкеры. Мукбанкеры. Короче, люди... Чухи. Не порти мне видео. Там, короче, люди едят всякую еду. И так вкусно. Просто не могу. Это же контент для меня, понимаете? Когда люди так вот причмокивая просто. И, знаете, я люблю, когда там всякие креветки едят, или, ну, что такое азиатское, жирное, вот это вот все течет, так вкусно, так аппетитно. И вообще, крик души в чем заключается? Я тоже хочу быть мукбанкером. Они такие, просто они такие худые, они так много едят, и так вкусно. И вот в чем прикол снимать такое видео? Ну вот как я, наверное, вот так вот сидеть и слюнки пускать, короче. Поэтому мы сейчас идем в магазин. А знаете, сколько время? Уже 20:10. Идем в Lidl. Мы поняли, что нам вечером нечего кушать. Обычно мы кушаем вечером это салаты. Хотя многие думают, что мы едим только конфеты. Да, ребята, мы едим конфеты, мы едим сладкое. Мы вообще сегодня ни в чем... ни в чем не отказываем. Иногда отказываем, конечно. Но в основном, если нам очень хочется сладкое, то ничего. Вот, например, вот спалила. Посмотрите. Рафаэлки купила. Не могла удержать. Я подумала, я прошла огонь, воду, медные трубы. И, прошла удаление 2 зубов. Там еще что-то прошла, уже не помню. Но даже уже из-за этого достаточно мне вот Рафаэлки, пожалуйста. И, короче, вот такие дела. Но больше всего меня бесит это, значит, что нам сейчас нечего есть. И то, что я посмотрела, вы знаете, они жарят креветки. Значит, я видела, там они креветки жарят на сливочном, ну, не знаю, на каком-то масле, но вроде сливочное. И так их обжарили вкусненько, и так и лапки съели, и головы креветок. Боже, я так люблю креветки. Они еще плюс потом она перешла на мидии, на такие жирненькие. Я так люблю мидии. Устрицы, кстати, не люблю. Ну, я, кстати, их ела только 1 раз. Мы с Сашей когда во Львове, на Украине, когда были, там было очень вкусно. Я там 1 раз гребешки попробовала, тоже было вкусно. Но креветки-то, ребят, так хочу креветки. Вот, кстати, тут в Польше дорогие креветки. Ну, мы, конечно, покупаем, но очень редко. Рыба дешевле. Тут нет каких-то килограммовых упаковок. Тут все такие 450 грамм, 250 грамм, 700 грамм. Ну, иногда мы, да, берем. Но я их так вот не жарю, то есть это уже слишком. Мы их там на суши или какое-то блюдо. А я вот так вот хочу. Короче, все, я посылаю мысли в космос. У меня вообще все мечты связаны с жратвой. 20-12 человек мечтает о еде. Вот реально, у кого какие мечты, я о жратве. А, еще сегодня вы выпустили видео про морское око. И я смотрю, как-то просмотров мало. Я думаю, это из-за того, что мы сделали немного другую заставку. Заставка, слышь, Саш, рассказываю, что на видео мало. Это, скорее всего... Ты тоже так думаешь? Что? Что из-за того, что мы сделали другую заставку, люди немножко не понимают, что это наше видео. Ну, возможно. Да. Короче, мы идем в Lidl, мы есть хотим. Вообще я креветок хочу больше, чем салаты, конечно же. Я рассказала крик души, о чем мечтаю, Сашка. О чем мечтаете вы, ребят, напишите. В 20 часов. Наверное, тоже о креветках, о какой-нибудь еде. А у тебя какая мечта, Сашка? Не наесться креветок? Раз я жаловалась на свою грустную жизнь. Шучу, ребята. Ну, мы пришли в Lidl, как я уже и говорила. И тут вот итальянская неделя. Я очень люблю, у нас есть вот такие макароны, но мы еще ничего не готовили с ними. Я думала лазанью приготовить. Разные вкусняшки, которые мы еще не пробовали.
руки не доходили, но много что пробовали. А это что Интересно, такое? такой Сос в помидоровый. бутылочке Стеклянный. Ну да, прикольно. Вот эти... Секреты. А смотри, вот это что такое? Тястка. Интересно, оно вкусное? Хотя не интересно. А может и интересно. Но не будем, ребят. Вот видите, я же говорила, иногда мы себе в чем-то отказываем. Вот как... Да вы часто. видели пример, как я себе и Саше отказала. Сказала, о, вот такое мы ели, похожее. Вот это вот. Как-то нам не зашло вообще. Невкусно было. Тирамису. Тирамису торт. Ребята, он мягкий? Не, это воздух. А, ну не боже, он кофейный какой-то, я не Да. люблю кофейный. Вот это, наверное, вкусно. Ну, выглядит так, вот я чую, что это может быть вкусно. Вот в Беларуси, когда мы были в Беларуси жили, то там на развес такие ларьки есть, и там часто продавали всякие орешки, и орешки всяких глазурей, тоже очень вкусно. Мы такое любили в Беларуси, ели. А тут не покупаем. Хотя нормальная цена, в принципе. Но уже что-то прошла охота. Тут столько всего. О, ребят, вот этот соус, я вас умоляю, никогда его не покупать. Он настолько отвратительный, просто для... О, смотри, какой-то муштартовый. Он тоже какой-то... Блин, помните, был шпараговый, или как он там? Он был суперский, но сезон закончился, его больше нету. Нестеты. Он сироп кленовый. Кленовый сироп. Не, ну, кстати, это красиво, даже баночка красивая. Но куда мы? Я мед не люблю, мне кажется, это похожая фигня. Шишка. Что еще есть такое интересное? Экскурсия по ночному магазину. Я не уже скоро... Тахини. Ты когда-нибудь пробовал тахини? Что это вообще, с чем это едят? С медом? По-моему, она Греческое добавляет что? хумус. А, еще и хумус? Не, мы Мы такого... когда-нибудь сделаем свой. Да, хумус. Смотри, какие оливки. Большие. А мы что-то такое покупали похожее. Но они были слишком кислые, я помню. Что-то 5 злотых. Паста миссо. А, ну, у нас не У нас миссо, есть. у нас есть. И еще какая-то у нас. Ну, карри. Карри, остренькая. Макароны у нас не такие, но вот этой вот фирмы, только желтые, тоже есть. Они классные, вкусные, нам нравятся. А это что такое новенькое? А, не, это что-то Тоже. чисто. Кстати, мне не нравятся вот эти орехи. Я их ела, правда, 2 раза. Не нравится? Нет, они мне не заходят. По вкусу что-то не мое. Не А нравится. тебе понравится? Да. Так, мы все и прошли, ребят. Ну, это самое интересное. Ну да. Ну, вообще много всего. А вот Потом это без что? подробностей. Ну да. Мне нравится Lidl. Всегда что-то классное и для посуды, и какие-то... Ну, одежду я особо никогда не смотрела. Не знаю, блокноты, ручки. Поглазеть, потрогать, все тут всегда найдется, что... В Lidl мы купили, между прочим, свой Lidl Mix. Да, здесь техника неплохая. Ну, Silver Crest. да. У нас был блендер, который мы удачно продали. Идем. Что мы видим? 2399, наш Lidl Mix. Мы купили за 2,5, пришли в 6 утра. А сейчас он уже, да, он не первый день стоит за 2399. А там, говорит, такой ажиотаж на него. Но зато у нас уже давно есть. Мы уже пользуемся. Собираемся делать смузи из манго, банана и немного молока. Будем добавлять. Мы давно не делали. Да. Особенно В ни нашем- разу мы не делали в Lidl В Mix. Lidl Mix, да. Вообще Lidl Mix, хотела сказать, супер вещь, ребята. Ко мне уже не раз подходили и спрашивали, как Lidl Mix. Ну, знаешь, на работе многие видели в Инстаграм, я выставляла, подходили, спрашивали, как, стоит ли оно того. Ну, потому что все-таки не самое Ну, дешевое да. удовольствие. Ну, Просто такой сложно гаджет, сказать. да. Но я говорю, что это супер, это стоит того. Я Это вообще... прикольно, очевидно. Как-то даже не знаю, как я жила без него раньше. Мне так нравится. Там столько классных рецептов, столько классных... классного можно чего приготовить. И, в принципе, Ну несложно. да, иногда вот Просто так добавляешь. даже какое-то блюдо казалось бы сложное, а в Lidl Mix, ну, типа, ничего такого. И самое удобное, что ты не грязнешь посуду. Ну, просто вот в упаковке закидываешь все, да,
И Lidl сам себя моет, что тоже классно. Но он плюс себя греет. Ну, то есть он нагревает воду. Ну, штука прикольная. Да. Ну, можно много чего делать, мы еще далеко не все. Ну, вот, например, если вы хотели купить термомикс, я бы посоветовала сначала попробовать Lidl Mix, Я думаю, потренироваться. да. Ну, Ну, как бы ой. цена отличается там в 2,5 Ну, раза. да. Нет смысла. Но если как бы... Бесплатный рецепт. Бесплатный рецепт. Но если, например, вам очень жалко денег, то, может, подумайте. Все-таки это не первой необходимости, Конечно, да. если есть плита, духовка, Да. микроволновка, то... Может, и не стоит. Ну, это так, знаете, чисто побаловаться. Ну и прикольно, не знаю. Просто оно как-то реально заменяет. Ну, просто Ну, вот, там даже что-то яйца крутое, можно новое. готовить классно. То есть пюрешка лучшая в мире получается. и всего лишь за 15 минут. Когда у вас готовилась пюрешка за 15 минут? У меня никогда, только в Lidl Mix. Он там на пару готовится картошка и яйца. Мне очень нравится. Ты можешь выбирать... Ну, ты можешь выбрать степень, это понятно. И то есть ты выбираешь, какой размер яйцо, и выбираешь степень. Это очень удобно. И еще никогда не подводила. И вообще практически никогда ничего не подводит. Да. И тесто там классно. Ну, ребят, короче, лайк. Все уже в чаше, плюс молоко, чуть-чуть лимонного сока, и еще немножко водой разбавили, чтобы не было слишком жирно. Сейчас, ну, мы тут выбрали какую-то программу для какого-то другого смузи, но такого, конечно же, точь-в-точь, как у нас, тут нету. Можно было и без программы. Ну просто, да, ну вот, просто включить. интересно, какие тут обороты и сколько времени. Ну, в принципе, 50 секунд даже как-то много, мне кажется. Ну, Мгм. посмотрим. Хотела сказать, картошку в пюре он взбивает за 6 секунд, представляете? Хм. В такое состояние жидкое-жидкое. Ну вот и все. Наши смузи готовы. Хочу попробовать на вкус и сказать, вкусно или нет. Вообще не знаю, сочетается ли манго и банан. Сейчас Сашка расскажет. Сашка первый будет пробовать. Но выглядит очень аппетитно. Спасибо нашему Lidl Mix. Ну чё, Сашок, давай пробуй. Скажи, как сочетание. Ну, даже слишком сладко. Надо Лучше. было что-то добавить. В Ну, кислота виде... нужна. Ну, мы чуть-чуть цитринового... Ну, так- цитринового так-то этого прикольно. сока. Сочетается. Просто, ну, честно Да. говоря, когда мы открыли крышку Lidl Mix, мы сразу почувствовали такой какой-то странный запах. Не, ну такое сочетание, ну сладкое, очень сладкое. Сейчас я попробую. Сюда бы, вот если бы, ну, вишню, может, добавили. У нас вишня есть. Ну, я думаю, это в другой раз. Блин, ну уже поздно, уже не будем Ну, добавлять. 3 вкуса Точно, но... сочетать уже, может, и перебор. Почему? В смузи многих вкусов. Ну, сочетают. все, сейчас только кислотой. Ну ладно. Короче, сколько из 10 будет ты Ну, поставил? вообще вкусно, но не самый вкусный смузи. Ну ладно. Ну ладно. Самый вкусный, наверное, банан вишня. Да. Да? Все, ребят. Кто пьет, кто ест, приятного аппетита.